Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, что происходит, какие тренды зарождаются и куда вечером пойдет рынок по доллару, нефти, золоту, рублю и другим активам. Давайте календарику. Сегодня в Соединенных Штатах праздник, День независимости. Сегодня было не так много статистики, информации. По Китаю вышла не очень хорошая статистика в части сектора услуг и композитного индекса деловой активности. Соответственно, эти показатели указывают, что экономика Китая она не восстанавливается и не растет, внутреннее потребление, внутренний спрос. Так, далее, касательно сектора услуг Россия. Ну, тоже ситуация не айс, потому как прогнозного значения нету. Вполне понятно почему. Но вышедший показатель, он ниже того, что было по маю. На растущей нефти, это по меньшей мере странно, но все мы знаем, что идет третья волна. Третья волна плюс лето, снижение деловой активности, и поэтому на выходе мы получаем отсутствие восстановления. Так, ну по Германии индекс деловой активности в секторе услуг, он просел, он вышел меньше, чем прогноза, но он вышел больше, чем то, что было до этого. Для Германии деловая активность в секторе услуг не является определяющей. Там в большей степени рулит промышленность, потому что это крупнейший экспортер продукции, технологий. И все равно, тем не менее, вышедшие данные, они достаточно сильные, несмотря на то, что они меньше прогноза, они существенно больше того, что было месяцем ранее. Далее, то, что касается еврозоны. Здесь тоже ситуация в целом достаточно позитивная. Отмечается рост деловой активности в сфере услуг. И несмотря на то, что происходит с ковидом, Европа постепенно приходит в себя. Так, но здесь еще такой момент немаловажный. Валютные интервенции Банка России выросли. Ну, казалось бы, достаточно странная ситуация. Если растет нефть и все хорошо, то зачем наращивать валютные интервенции? По меньшей мере, это нелогично. Тем более здесь, в общем-то, отмечался рост и прогнозного значения, и на выходе получили значительный рост уже реального значения. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Сегодня, конечно, такой день несколько сонный, потому что Соединенные Штаты отдыхают. Идет перепалка, перебранка в ОПЕК, ОПЕК+, фактически данный синдикат на грани развала. Там связано это все с давнишними накопившимися противоречиями, личными обидами, которые уже давно копились между Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. И, соответственно, в какой-то момент все это вышло на поверхность. Есть много мнений относительно вообще нужен или не нужен ОПЕК, что любое ограничение это всегда плохо, это всегда ограничивает конкуренцию и так далее и тому подобное. Вполне как бы резонное заявление, но здесь есть один нюанс. Дело в том, что речь идет не о производстве какой-то продукции, которая несет в себе прибавочную стоимость и пользу. Речь идет о добыче сырья. То есть это продукция с минимальной прибавочной стоимостью. То есть то, что как бы банановые республики обычно поставляют. И поэтому здесь на самом деле вполне резонно какое-то джентльменское соглашение заключить, которое бы связывало участников этого соглашения объемами добычи. Потому что иначе будет полнейший хаос. И цены на нефть будут очень мощно и хаотично двигаться то вверх, то вниз. Ну и сейчас вот мы присутствуем при историческом моменте, когда ОПЕК плюс подошло к той самой черте, где оно возможно развалится. Ну даже если не развалится, то здесь, судя по тому, что идет трещина между саудитами и Объединенными Арабскими Эмиратами, там возникнет непреодолимое напряжение. И здесь мы подошли к новому уровню, который 76-77. Пока пробить его не удалось, но как только здесь возникнет пробой и закрепление в районе 79, то очень быстро пойдет движение на 94. Очень хороший сигнал, что 75,6 пробили и закрепились. Это дает все основания для того, чтобы движение наверх по нефти продолжилось, невзирая на то, как завершатся сейчас все эти перепалки и переговоры в ОПЕК+. Ну, текущая ситуация просто такова, что спрос превышает предложение, и их какие-то недоговоренности, конфликты,
Они, конечно, могут привести к колебаниям, но, скорее всего, до конца лета, но, по крайней мере, до середины августа все будет спокойно. Так, ну и что касается нефти, по нефти сейчас боковик, цель движения сходить вот сюда вот на 75,6 и попытаться здесь закрепиться в районе этого значения. Если движение вниз не разворачивается, не происходит пробой 75,2, 75, то вообще все отлично. Все эти проливы выкупаются и все это летит наверх. Ну и соответственно текущее ожидание по нефти либо от достигнутых значений, либо чуть ниже попытаться либо консолидироваться, либо развернуться. День сегодня вялый, завтра вот Штаты в себя придут, я думаю, колбасня начнется. Так, друзья, далее золото. Ну, по золоту мы попали вот в этот боковичок, который 1794-1787. Оно все-таки, как ни крути, оно постепенно поднимается. Вот. И на текущий момент, если не возникает повторного движения с пробоем 1783, то у нас оно здесь собирается и будут его тянуть выше. Промежуточная цель движения это 1914. Так, друзья, далее серебро. Давно его не рассматривал. Ну, здесь ситуация на самом деле достаточно позитивна. Волатильность у серебра, конечно, не такая приятная и полезная, как у золота. Но если ориентироваться уже на недельные графики, весьма вероятно в ближайшее время развитие движения, цель которого тестирование 30,3. Соответственно, здесь есть определенный уровень, это 25-24,8. Если возникает повторный откат и пробитие этого уровня, то в ближайшее время весьма вероятно по серебру роста не будет. Ну, на то и рынок, здесь нету стопудника, что вот сказал и оно пошло туда. Так, друзья, ну здесь переходя на 4-часовик по серебру, сейчас идет попытка коррекционного отката. Здесь у нас ограничитель это 26. 26, если не пробивается, все отлично, рост будет продолжаться. На текущий момент даже есть уровень повыше 26,44. Соответственно, удержание этого уровня сейчас, судя по всему, он удерживается. И отсюда будет попытка отбиться и сходить на 27,2. Опять же, сегодня день такой веловатый, июль, расслабление, день независимости. И поэтому сегодня, наверное, особо никаких движений уже до конца дня не стоит ожидать. Лучше завтра с новыми силами, когда американцы будут готовы к тому, чтобы открыть свои шлюзы, начать активно торговать. Так, друзья, далее палладий. Палладий идет на переписывание исторического хая. И это рано или поздно должно поддержать норильский никель. Так, друзья, далее евро-доллар. Ну, сегодня, видите, сегодня все. Сонное царство одно сплошное. Только Газпром жжет. И рубль-доллар. Ну, смотрите, здесь, по сути, весьма вероятно, вот здесь вот все-таки произошел разворот. Цель отбоя и движения находится в районе 1,2080, вот где-то здесь. Соответственно, критерий того, что здесь произошел разворот, что в ближайшие дни не будет повторного движения с пробитием 1,1790, 1,1785, вот этого значения. То есть здесь весьма вероятно евро-доллар развернулся, но для того, чтобы окончательно в этом убедиться и поверить, надо, чтобы не произошло пробитие вот этого маленькой полосочки. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Ну, смотрите, здесь рынок как бы чем хороший, чем ужасен. Тем, что если какие-то закономерности создаются, они периодически нарушаются. Вот сейчас, несмотря на высокую нефть, мы не видим, что рубль начал укрепляться. То есть здесь произошел разворот, и сейчас в паре рубль-доллар весьма вероятно дальнейшее движение наверх, укрепление доллара против рубля. Для того, чтобы это движение ускорилось, нужно пробитие 73,81 вот этого максимального значения. Пока на сегодня здесь весьма вероятно либо будет в конце дня консолидация в районе этого диапазона 73,65, либо сейчас вот от этого значения будет попытка отбиться и укрепиться в паре рубль-доллар, сходить на 73,28, вот сюда, вот к этому значению. Опять же, текущая ситуация, информация об увеличении скупки валюты, просто если анализировать исторический график рубль-доллар,
летом, то, соответственно, здесь у рубля шансов на какое-то укрепление очень немного. Гораздо более вероятно, что либо боковик, либо рост, либо боковик, а потом рост. Ну а то, что касается сегодняшнего вечера, здесь, скорее всего, будет проторговочка вот в этом диапазоне. Так, друзья, далее Газпром, но здесь ситуация достаточно прозрачна, он идет сейчас 294 сначала закрепиться, потом движение на 360. Если сохраняется дефицит газа в Европе, в Соединенных Штатах, то это движение будет неизбежно в ближайший месяц. Достаточно вероятный это сценарий, потому что очень сложно дисбаланс в таком ограниченном промежутке времени побороть. И поэтому у Газпрома есть все шансы сходить на 294 и потом сигануть на 360. Да, есть здесь определенные уровни, которые в случае пробития его сломят. И сейчас этот уровень, это 270-272, он таким и остался. То есть даже если здесь будет коррекционный откат и пробитие 282, но не будет пробит 270, то это будет означать, что все равно его выкупят и отправят в космос. Так, друзья, далее вопрос был по НЛ Россия. Ну да, здесь началось движение наверх. Целью этого движения 92. Там на самом деле целей у него немало. Вот. Здесь все упирается сначала в достижение 84 и потом пробой уровня 86. Почти как у Русгидро. Вот. Соответственно, если она здесь начинает, сюда приходит и начинает здесь торговаться, то весьма вероятно уже в ближайшие дни будет пробой 86 и движение вот сюда, вот к этому значению на 92-93. Бумага достаточно сильно выглядит, все условия для того, чтобы она действительно разогналась и взлетела. Единственное, какой здесь есть момент, коррекционный откат и пробитие 79. Такой сценарий пока маловероятен, судя по тому, как за нее взялись, ее здесь должны крепко прокачать и запустить в космос. Так, ну вот еще был вопрос по Распадской. Бумага это очень специфическая. Вот. Сейчас она весьма вероятно идет переписывать вот этот хай 274. Я бы в нее не заходил, потому что здесь уж очень-очень игра, скажем так, одного-двух персонажей. И поэтому здесь могут ее догнать, могут не догнать, непонятно. Бумага в целом, в моем понимании, серая лошадка по ряду критериев. Так, друзья, вот еще по HeadHunter спросили, вообще у него какие перспективы, что там дальше в ближайшее время. Ну, здесь ситуация очень простая. Если он еще какое-то время, несколько торговых сессий торгуется в районе 3100-3150, то весьма вероятно в течение 1-2 недель он пойдет переписывать вот этот максимум. Если он сейчас в обозримое время пробивает 3000, то можно сказать, что это движение закончилось, и он пойдет возвращаться в район сначала 2800, потом и пониже. Так, друзья, ну все, это основные идеи, основные моменты. Завтра, когда Америка проснется, мы более плотно перейдем к рассмотрению текущих вопросов.